Друзья, всем большой привет! Вы на канале Давай Запишем, с вами Александр. Сегодня у нас обзор студийных мониторов от компании Icon. Давайте будем знакомиться. Модель SX5A и ее старший брат SX6A. Приступаем. Все больше и больше у нас в ассортименте появляется продуктов от бренда Icon. И надо сказать, что по качеству исполнения его оборудование вряд ли уступает огромному количеству конкурентов, работающих в том числе на потребителей с ограниченным бюджетом. А если еще учитывать и политику ценообразования компании, то некоторых она даже двигает в сторонку и потихоньку начинает занимать уверенную нишу на рынке. Что ж, сегодня у нас студийные мониторы серии SX, принадлежит она линейке Home Studio и включает в себя 3, 4, 5, 6 и 8-дюймовые колонки, плюс 8-дюймовые сабвуферы. Сегодня у нас, повторюсь, пятерки и шестерки, и давайте приступать к их изучению. Первое, о чем я спешу вам доложить, это стоимость обоих пар на момент съемки ролика. Внимание! SX5A стоит в паре 31 тысячу с половинкой, пара шестерок на трешку дороже, то есть 34 500. Ну и для тех, кто будет ждать появления у нас в продаже модели SX8A, по секрету скажу, что стоить они будут в районе 45,5 тысяч рублей за пару. Про деньги все, давайте о характеристиках. Пятые мониторы оснащены низкочастотным драйвером 5,5 дюймов и дюймовым твиттером вверху. По мощи они выдают 60 плюс 30, то есть в сумме 90 Вт. Работают в частотном диапазоне 45-21 тысяча Гц при плюс-минус 3 дБ. Кроссовер у них настроен на 2,7 кГц. Что касается шестерок, то динамик внизу у них на дюйм больше, мощность 80 и 40 соответственно, в сумме это 120. Частотный диапазон находится в границах 40-21 тысяча Гц при тех же плюс-минус 3 дБ. Кроссовер срабатывает на отметке 2,6 кГц. Как видим, основное отличие у них в максимальной выходной мощности на 30 Вт и в 5 лишних герцах по низам. И думается мне, что за эти цифры можно 3 рубля и не пожалеть. Часто так бывает, что этих самых ватт и герц нам ой как не хватает. Но вместе с этим отличие есть и в метрических единицах измерения. И для кого-то это тоже может быть важным или даже определяющим моментом. Озвучиваю. Пара пятерок весит 13 килограммов. Каждая колонка имеет размеры 180 на 300 на 275 миллиметров. Шестерки же в паре тянут на 20 килограммов. Что касается размера одного экземпляра, то это 210 на 340 на 320 миллиметров. Сделаны обе модели из прочного МДФ и покрыты слоем лака. Корпуса имеют магнитное экранирование для защиты от помех и наводок от электросети. Каждой колонке даются вот такие резиновые ножки. Так, теперь давайте посмотрим, что у них сзади, и будем уже переходить к тестовой части. Итак, максимально консервативно, но может оно так даже и лучше. Фазоинвертор, балансный и небалансный вход, ручка громкости и все на этом. Никаких тебе настроек, подстроек, улучшайзеров, адаптайзеров и прочей разной модной начинки, которой, кстати, многие или вовсе не пользуются, или пользуются не совсем правильно, что часто вредит конечному результату. Так что согласимся с этой предельной простотой и просто послушаем, как они играют.
Что ж, давайте подводить итоги. Как вы заметили, сравнительный батл между этими моделями мы не делали. И это по причине того, что звучат они, можно сказать, очень похожи. Но с тем отличием, что шестые мониторы играют все-таки мощнее, громче и плотнее. На записи этого можно было и не услышать, ввиду не совсем идеальных у нас условий для подобных экспериментов, зато в реалии это очень хорошо заметно. А в целом и одни, и другие показали себя очень неплохо, и учитывая их умеренную и конкурентную стоимость, они вполне могут найти свое место на рабочем столе многих домашних пользователей. И вообще, как неоднократно говорилось, к любому звуку можно приучить свой слуховой аппарат, научиться понимать, как играет низ, как играет вверх. Все дело во времени и привычке. Добавить больше нечего, друзья. На этом обзор наш закрываем. Всем спасибо за внимание, всем удачи и до новых встреч. Пробуем это. 5,5 минут Шикарно. кошмара, и все будет нормально. Так. Ты вживую еще хочешь там поработать, да? Ну тут надо. Угу. Мгм. Так, а я когда ее разверну, вот на эту камеру ее ориентировать, Да. да? И вообще, как неоднократно говорил, скотина. Ой, так хорошо, что